Для специалистов с квалификацией наиболее привлекательными странами для профессиональной миграции являются Германия и Нидерланды. Особенно манит вторая страна, поскольку здесь один из самых низких уровней безработицы. За последние пару десятков лет 3,5%. Также в Нидерландах примерно 133 вакансии на 100 человек-соискателей. И дипломы ценятся не только европейские, но и кандидатов из постсоветского пространства. Упрощает все и тот факт, что в стране не обязательно знание нидерландского, достаточно владеть на хорошем уровне английском. Что касается зарплаты, то у высококвалифицированных иностранных специалистов старше 30 они составляют около 40 тысяч евро в месяц. Если говорить о Германии, то она является самой лояльной по выдаче голубых карт, особого типа ВНЖ, который предназначен для трудоустройства высококвалифицированных специалистов. Около 90% Blue Cards выдается Германии. Получить ее могут только иностранцы, которые проживают вне Европейского Союза и Шенгенской зоны. Чаще всего голубую карту получают специалисты в сфере IT, инженеры, врачи, сотрудники банков и финансовые аналитики, преподаватели. Перед тем, как мы приступим к обзору востребованных специальностей в Европе, более детально не забудьте подписаться на мой канал, так вы будете видеть чаще интересный контент об образовании. Мы с вами будем развеивать мифы и узнавать больше об обучении за границей и не только. И, конечно, жду лайка после просмотра, если понравится. IT. Талантливых айтишников постоянно приглашают к сотрудничеству немецкие компании, среди которых Elex, X1 Group, Babel, Cyber Infrastructure, S-Pro, Audi, Lidl, Bosch и многие другие. Для того, чтобы стать кандидатом на одну из должностей, необходимо наличие высшего образования и диплома с государственной аккредитацией. Средняя зарплата иностранца-айтишника в Германии 57 тысяч евро в год. Чаще всего IT-специалисты стремятся переехать в Берлин, так как здесь больше всего вакансий, а сама жизнь менее дорогая, чем в Мюнхене или Франкфурте на Майне. Еще одна особенность столицы в том, что она стала популярным местом для инвесторов и для иностранцев, открывающих стартапы. Также за счет того, что в город постоянно прибывают иностранцы, он стал менее немецким и более интернациональным, благодаря чему иностранцам здесь легче адаптироваться. Конечно, помимо Германии, есть и множество других стран, готовых принять иностранных специалистов. Финская IT-индустрия растет и развивается, поэтому спрос на опытных программистов в стране высок. Компании в Финляндии предлагают оптимальный баланс между работой и личным временем. Отсутствие переработок, продолжительность рабочей недели 37,5 часов, компании-разработчики сконцентрированы в Хельсинки, Тампере, Оулу, Турку. Зарплата программиста в Финляндии от 40 тысяч евро. Медицина. Медики нужны всегда и везде, но переехать в Европу медицинскому сотруднику будет посложнее, поскольку необходимо подтвердить диплом. Так, например, во Франции хоть и существуют квоты для специалистов из России, очередь на экзамены забита на 2 года вперед. А в Бельгии, Австрии и Швейцарии, прежде чем получить работу врача, необходимо получить ВНЖ с правом на работу. Чаще всего выходцы из нашей страны едут в Чехию, поскольку там наиболее понятная и четкая схема. Сперва подается диплом на нострификацию в Карлов университет, занимает рассмотрение примерно год. Потом специалист записывается на специализированные языковые курсы, на которых особое внимание уделяется медицинским терминам. Затем он сдает письменные экзамены на подтверждение квалификации, проходит практику с зарплатой 500 евро в месяц, потом сдает устные экзамены и получает право на работу врачом в Чешской Республике. Этот путь нелегок и достаточно длинный, но в самом деле проще, чем в некоторых других странах. Похожая схема и в Германии, только там обязательно наличие сертификата, подтверждающего знание немецкого на уровне B2, а также после практики необходимо сперва отработать ассистентом врача с зарплатой около 1500 евро в месяц, затем в течение 5 лет кандидату предлагают пройти дополнительные экзамены. В Германии также действует программа социального года, которая дает возможность молодым людям от 18 до 27 лет трудоустроиться в разных направлениях, в том числе медицинском, и проработать в клинике от года до 1,5 лет. Зарплата как таковая не выплачивается, но предоставляется жилье и питание, а также около 250 евро на ежемесячные расходы и возможность отучиться бесплатно на языковых курсах. Такой год может стать отличным стартом для многих молодых специалистов. Инженерия. Одной из самых популярных стран для инженеров по-прежнему является Германия. Обычно заработная плата инженеров здесь зависит от уровня образования. Так, например, сразу после окончания университета с дипломом бакалавра можно получать около 46 тысяч евро в год, магистра от 48 тысяч. Растет зарплата и вместе с опытом инженера, а спустя 5-10 лет она может увеличиться на 10 тысяч евро в год, а позже еще больше. Высшая оплата труда у инженеров строительной промышленности и фармацевтической. Для того, чтобы получить голубую карту в качестве инженера, необходимо получить местное образование
или образование в университете, которое признается в стране. Еще одной привлекательной страной для инженеров и будущих инженеров, которые только планируют свое обучение, является Италия. Одним из лучших вузов для получения инженерного образования считается Миланский политех или Полеми, Политехника ди Милано. За более чем полуторавековую историю Полеми многократно подтвердил статус одного из самых престижных университетов Италии и Европы. Ведущие рейтинги QS Times Higher Education традиционно включают Миланский политех в список ведущих технических вузов мира. В Италии университет уверенно опережает другие вузы по количеству научных исследований и привлекательности для иностранных студентов. Если вам интересно обучение в Италии или других европейских странах, заходите к нам на сайт www.smaps.ru, там в онлайн-чате консультанты подскажут, как можно выбрать университет и поступить туда. Сотрудники банковской сферы – финансовые специалисты. Как правило, требования к образованию специалистов в финансовой сфере почти такие же, как в России и других странах СНГ. Исключение – бухгалтерия, поскольку в каждой стране разные стандарты. Для работы бухгалтером иногда необходимо получить местное высшее образование. Если же речь идет о международных специальностях, таких как Risk Management или Controlling, то бывает достаточно соответствующего опыта. Все популярные международные квалификации, будь то ACCA, Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров, или CIMA, сертифицированный институт специалистов по управленческому учету, признаются и востребованы среди специалистов. Зарплата представителей финансовой сферы может спокойно достигать 5000 евро в месяц. Преподаватели. Среди преподавателей особенно востребованы преподаватели иностранных языков, в частности английского. Для того, чтобы найти работу за границей, необходимо быть обладателем одного из международных сертификатов преподавателя английского. Это может быть TEFL Teaching English as a Foreign Language и TESOL Teaching English for Speakers of Other Languages. Наиболее престижными сертификатами являются CELTA Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages, однако CELTA онлайн не всегда признается, и DELTA Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages. Получить такой сертификат непросто, но его наличие открывает множество возможностей в самых разных странах. Но что касается стран ЕС, то здесь придется быть готовыми к сильной конкуренции. Нередко в Европе отдают предпочтение преподавателям из Великобритании. Высоко ценятся и школьные учителя. Для того, чтобы иметь возможность трудоустройства за границей, необходимо иметь диплом из педагогического вуза и пройти процедуру нострификации. При этом не обязательно идти работать в школу. Во многих странах Европы есть также так называемые гувернеры, а по-нашему репетиторы. Это тоже учителя, которые работают официально в индивидуальном порядке во внеучебное для школьников время. Друзья, это был наш выпуск про самые востребованные профессии в европейских странах. Если вам видео было полезным, то жду лайк. Пишите в комментариях, что вам интересно узнать, факты, события, люди. Это помогает нам снимать ролики на самые интересные и полезные темы.